В этом видео я расскажу о том, как мой капитал приносит мне около 10 тысяч долларов в месяц. Покажу, какие инструменты я использую, за счет чего формируется прибыль, откуда приходят деньги. В общем, покажу все наглядно, расскажу, какая процентная доходность. Важно понимать, что капитал приносит деньги, потому что изначально капитал был создан тем, что я инвестировал и откладывал какие-то деньги, которые у меня были. То есть сначала я работал на деньги, потом деньги начали работать на меня. По-другому не бывает, секретных шорткатов не существует, не получится делать деньги из воздуха, чтобы у вас капал пассивный доход, если у вас нет капитала. Пассивный доход и вообще любой доход можно извлекать из чего-то, в этом случае из капитала. Если этого чего-то или капитала нет, то пассивный доход извлекать не из чего. То же самое, как у вас есть депозит в банке, если у вас там 0 рублей, у вас и не будут проценты капать. Я думаю, это понятно, это очевидно, это логично. Давайте начнем с того, что мой портфель прямо сейчас по текущим оценкам стоит 480 тысяч долларов. Да? Состоит он на 10% из стейблкоинов USDT и USDC, 75% это биткоин и 15% эфириум. Понятное дело, что пропорции могут меняться в зависимости от того, что происходит на рынке, насколько сильно растет или падает биткоин по отношению к эфиру или наоборот, но в целом это те ценовые значения, на которые, точнее процентные значения, на которые я ориентируюсь и опираюсь и стараюсь поддерживать пропорцию портфеля вот в таких значениях. Значит ли это то, что это самый правильный портфель и правильная пропорция? Не значит. Я сегодня показываю исключительно свой опыт, свои стратегии, то, чем занимаюсь я. Означает ли то, что вам нужно делать так же? Вообще не означает. Это видео исключительно демонстративного характера, где я показываю, в общем, что у меня получается делать с моим капиталом. Делать так же я вам не рекомендую, не советую, вы просто можете посмотреть это видео и понять, прикольно и прикольно. Если прикольно, можете дальше углубиться в эту тему. Какой у меня доход? Капитал, который прямо сейчас оценивается в 480 тысяч долларов, приносит мне около 120 тысяч долларов в год. То есть по текущему курсу это 25% годовых. Тут важно понимать, что вот эти вот 120 тысяч долларов в год, это не то, насколько растет мой капитал вместе с ростом рынка. Это то, сколько денег я могу из него вытащить, не учитывая рост рынка вообще. То есть, если у меня завтра там, спустя год капитал дорастет до 600 тысяч долларов, я буду получать 25% на 600 тысяч долларов, потому что есть определенные инструменты, которые позволяют извлекать прибыль из капитала, при этом я зарабатываю на вот как раз таки тех самых DeFi инструментах, плюс зарабатываю на росте рынка, то есть на росте биткоина, росте эфириума. Если вы в биткоин и эфириум не верите в крипту, вам это видео, в принципе, не нужно, оно вам не поможет. Какие инструменты я использую? Большую часть, наверное, 80% всей доходности я получаю, используя децентрализованную биржу Uniswap. Торговые пары — это Ethereum USDC, Ethereum USDT, Bitcoin USDC, Bitcoin USDT и USDT USDC. Что такое Uniswap и что такое децентрализованные биржи? Децентрализованные биржи позволяют мне, скажем так, стать крупным игроком и зарабатывать на комиссиях, которые будут платить пользователи за обмен одного актива на другой. То есть люди заходят на Uniswap, меняют Ethereum на USDC. Если у меня размещены активы на этой бирже, я зарабатываю процент от комиссии, которые платят пользователи, и также мне могут бесплатно давать токены Web3 проектов. Сегодня я тоже более подробно об этом расскажу. То есть, если коротко, чем отличается Uniswap от централизованных бирж по типу Binance, не знаю, Bybit, Coinbase. На централизованных площадках вы торгуете, что-то покупаете, что-то продаете и зарабатывает централизованная биржа. На децентрализованных биржах люди продают, покупают, что-то делают, зарабатываю я и другие провайдеры ликвидности, их еще называют, или же просто инвесторы, которые готовы внести свои активы в так называемые пулы ликвидности, где мы зарабатываем на комиссиях от обменов пользователей. Это 80%
всей суммы, которую я получаю в год, да, то есть 80% от 120 тысяч долларов. Награды выплачиваются в эфире и USDC, если мы говорим про торговую пару эфириум USDC, то есть комиссии платятся в тех активах, в которых я внес ликвидность изначальную на децентрализованную биржу Uniswap. Uniswap — это крупнейшая децентрализованная биржа в принципе в криптовалюте, там больше 5 миллиардов долларов находится активов других инвесторов. Это самая крупная, самая безопасная, самая надежная биржа в принципе в сфере децентрализованных финансов. Давайте я покажу, как все это выглядит. Выглядит это следующим образом. Вот мои позиции: Ethereum USDC и Bitcoin USDC. CBBTC — это биткоин, выпущенный компанией Coinbase. Да, то есть обеспечение в настоящем биткоине находится у централизованной площадки. Они выпускают обернутую версию биткоина. В общем, не суть, это просто биткоин для простого понимания. Вот мои позиции. Одна из них работает 3 месяца. За 3 месяца она принесла мне на комиссиях 9500 долларов. Вторая позиция новая относительно, 6 дней работы. За 6 дней она принесла мне 1256 долларов. Годовая доходность моей позиции 56% годовых. Это на Ethereum USDC. На Bitcoin USDC это 26% годовых. Вот так вот это выглядит на интерфейсе Uniswap. То есть я могу зайти в свою позицию, посмотреть и вот здесь вот нажать кнопочку «Собрать комиссии», в общем-то, и собрать комиссии в эфире и в USDC. И, в общем, с каждым обменом, когда пользователи меняют вот здесь во вкладке Trade Ethereum на USDC, в сети Base я зарабатываю на комиссиях. То есть здесь я выступаю в качестве условно крупного игрока, крупной централизованной площадки, которая зарабатывает на комиссиях, которые платят другие люди. То же самое касается позиции USDC и Bitcoin. Здесь у меня находится, очевидно, комиссии платятся в биткоине и в USDC. Я могу собирать их хоть каждый день, хоть каждый час, каждые полчаса, каждую неделю, так как мне удобно. Комиссии дальше я собираю, могу реинвестировать, могу выводить себе в реальную жизнь. Теперь, что касается дополнительных наград в бесплатных токенах. Я об этом рассказывал чуть ранее. За внесение ликвидности, допустим, в торговую пару Ethereum USDC я зарабатываю не только на комиссиях с обменов, да, которые, в общем, обмены производят другие пользователи. Я также могу получать еще и дополнительно бесплатные токены. Вот здесь прямо сейчас ежедневно выделяют сколько? 37 тысяч долларов, то есть или почти 6 тысяч токенов Uniswap тем, кто внес ликвидность в торговую пару Ethereum USDC. И здесь доходность средняя еще дополнительно 22% годовых. То есть помимо того, что я получаю доходность комиссии, я сверху получаю еще и бесплатные токены. Почему в DeFi есть щедрые люди, которые готовы давать свои токены? Потому что в DeFi есть конкуренция за активных пользователей, за тех самых провайдеров ликвидности, поэтому проекты, в том числе Uniswap, вынуждены платить своими токенами, либо как-то привлекать провайдеров ликвидности, давая им за это награды, поэтому мы здесь зарабатываем вдвойне из комиссий, из бесплатных наград. Идем дальше. Следующая категория — это Aave, Fluid и Euler Finance. Если коротко, это так называемые децентрализованные банки. Да, здесь я использую биткоин и эфириум. Что я здесь делаю? Оставляю их в качестве залога и под эти активы беру взайм стейблкоины под там 3-4-5% годовых. Взятые взайм стейблкоины я размещаю вот в эти торговые пары на децентрализованной бирже Uniswap. Зачем я так делаю? Да? Зачем я всю эту стратегию использую? Потому что я не хочу продавать биткоин и эфириум. Я хочу и планирую, что они будут расти на большой дистанции. Это моя такая долгосрочная инвестиция. И вместо того, чтобы продавать эти активы и как-то заниматься спекуляциями, я инвестирую в долгую, планирую накапливать еще больше себе биткоина с эфиром, и вместо того, чтобы их продавать, я просто оставляю их в залоге и беру под них займ в стейблкоинах. Таким образом, если рынок будет расти, биткоин будет дорожать, я зарабатываю на росте и биткоина, и эфириума, при этом мои стейблкоины находятся вот здесь вот и зарабатывают мне деньги с комиссий из бесплатных токенов от Web3 проекта. Зачем я здесь скриншот сделал? Это к тому, что если вы сомневаетесь, что все это какие-то серьезные вещи, серьезные инструменты, BlackRock — это, в общем-то, финансовая компания, которая управляет почти 12 триллионами долларов. Это, самый большой
объем средств под управление в принципе в мире, тоже заходит в DeFi. Они уже оцифровали облигации США, выпустили, в общем, в партнерстве с Securitize свои токенизированные RVA, так называемые Real World Assets, и шагнули в DeFi и постепенно тоже начинают использовать лендинг-маркеты, да, чтобы можно было размещать свои активы. Если коротко, давайте я еще объясню. Лендинг-маркеты позволяют не только брать под залог своих активов займ, но также и просто зарабатывать деньги за депозит. То есть, если я вношу свои стейблкоины на депозит, то кто-то может эти стейблкоины взять в займ, если кому-то это нужно. Допустим, мне это нужно. Но вот чтобы взять стейблкоины в займ, я должен оставить обеспечение в виде залога. То есть, вот эти вот самые лендинг-маркеты, цифровые банки, они сводят две категории людей вместе. Те, кто хочет взять деньги в займ, и те, кто хочет эти деньги в займ отдать для получения стабильного процента. В итоге получается симбиоз двух этих групп людей, а все работает поверх смарт-контрактов абсолютно автономно, децентрализованно, не нужно верификации, паспорта, ничего, просто кошелечек можно подключить и, в общем, со всем этим взаимодействовать. Ну и давайте я покажу, как все это выглядит. Вот Aave, вот у меня здесь эфириумы, биткоины, и под них я беру взайм стейблкоины со ставкой 5.39%. Да, это стейблкоин Ghost и стейблкоин USDT с ставкой 5.53. Эти стейблкоины я размещаю вот здесь вот в Uniswap, получая дополнительную прибыль на свой капитал. Также у меня есть стейблкоины, которые я тоже отдельно могу направить в пулы ликвидности, там Ethereum USDC или Bitcoin USDC. Но здесь основная задача — это именно не упустить рост рынка, удержать активы, которые я и так планирую на большой дистанции держать, эфириум, биткоин. Для тех, кто сомневается, что все это надежно, ну, в общем, Aave — это топ-1 децентрализованный банк, в принципе, во всей DeFi экосистеме. Здесь только в сети эфириума размещено капитала на 32 миллиарда долларов. Только в сети эфириума. А сетей здесь много, где можно свой капитал оставлять и под него брать взайм определенные стейблкоины. Идем дальше. Следующий инструмент, который я активно использую, это Hyperliquid. Если коротко, это децентрализованная биржа, которая позволяет трейдерам торговать на фьючерсах только без регистрации, без верификации по паспорту, без, в общем, сложности с анбордингом на любую централизованную площадку по типу Binance, там, Bybit, Coinbase и так далее. Здесь все, что нужно трейдерам, это подключить свой кошелек, и они, в общем-то, могут торговать фьючами с плечом почти на любой популярный актив. Но из-за того, что это децентрализованные финансы, здесь кредитное обеспечение, чтобы трейдеры могли торговать с плечом, выдается не централизованной площадкой, а другими пользователями, которые готовы дать свои деньги, чтобы пользователи, трейдеры площадки Hyperliquid могли торговать с плечом. Так вот, я размещаю здесь USDC, и прибыль откуда идет? Прибыль идет с потерь и комиссий трейдеров, то есть мы здесь встаем на другую сторону, то есть мы выступаем в качестве централизованной биржи, которая выдает деньги трейдерам, они торгуют, платят комиссии, теряют деньги, на всем этом мы зарабатываем. Здесь я размещаю свои стейблкоины. Давайте я покажу, как все это работает. Вот так. Вот сюда и вот сюда. Здесь находится прямо сейчас 300 миллионов долларов, было больше. За все время работы биржи трейдеры потеряли 63 миллиона долларов. Все вот эти вот 63 ляма долларов пошли тем, кто вносил ликвидность вот в так называемый Vault, Hyper Liquidity Provider. За последний месяц доходность была по стейблкоинам около 16% годовых, что я считаю очень неплохо. Это самый такой базовый набор инструментов. Есть, конечно, безусловно, есть еще другие варианты, другие стратегии, чтобы свой капитал агрессивно увеличивать, извлекать из него больше прибыли, брать на себя больше рисков, если хочется больше дохода, да. Об этом, кстати, я буду рассказывать в прямом эфире. Я делаю открытый урок 22 мая в 19:00 по Москве, где я буду подробно рассказывать о том, зачем нужен капитал, как его правильно формировать в криптовалюте, как получать доход на свой капитал, да, чтобы капитал работал на вас, пока вы спите, занимаетесь, в общем, чем вы любите, отдыхаете на море, капитал будет работать на вас, приносить вам постоянную прибыль. На открытом уроке я расскажу о том, как новичку легко и безопасно зайти в сферу криптовалюты, цифровых финансовых активов. Также расскажу о том, почему нужно начинать формировать капитал
в криптовалюте уже прямо сейчас, а если у тебя капитал уже есть, расскажу о том, почему в DeFi нужно заходить тоже прямо сейчас, потому что уже и BlackRock заходит, и огромное количество крупных игроков заходит в DeFi, и здесь прямо сейчас очень большое количество денег, и эти деньги могут стать вашими, если вы будете здесь свои активы размещать. Также расскажу про инструменты, которые обеспечат взрывной рост капитала, опять же, это не сотни и десятки иксов, это стабильные там 20, 25, 30, может быть 50% годовых, прям сильно повышенным риском, которые можно делать на свой капитал. Что еще важно, всем за регистрацию на открытый урок я даю бесплатный подарок, это калькулятор, который я лично сам сделал, чтобы подсчитать доходность, которую твой портфель может показывать на дистанции там, в месяц, в год, в 5, в 7, в 10 лет. Да? И также я записал отдельную видеоинструкцию, как пользоваться этим калькулятором. Поэтому если у тебя капитала еще нет, или он у тебя уже есть, в общем, любая стадия формирования капитала, ты с помощью этого калькулятора сможешь наглядно увидеть, какой доход может приносить твой капитал уже сейчас, спустя год, спустя 5, спустя 7, спустя 10 лет, и как капитал будет расти, если ты будешь использовать определенные DeFi стратегии и определенные DeFi инструменты. Все, что нужно сделать, это просто оставить заявку на открытый урок. Дальше ты попадаешь в бота, в боте тебе уже отправится вся инструкция, видеоинструкция и сам калькулятор, и также в этого бота придет ссылка на прямой эфир открытого урока. Ссылочка на регистрацию в описании к этому видео. Обязательно приходите, будет много интересного, полезно и новичкам, и тем, кто уже опытный в DeFi. И также на открытом уроке я презентую обновленную программу для новичков, да, которую многие ждали. Это Web3 Bootcamp, как зайти в крипту правильно и за 30 дней уже сделать себе готовый портфель и начать размещать его в DeFi для получения стабильной прибыли, как безопасно все это организовать, чтобы не переживать за сохранность своих активов. В общем, это та программа, которую прошло более 600 человек, получили огромное количество положительных отзывов, вот на нее можно тоже будет попасть на открытом уроке по самым лучшим условиям. Поэтому, если вы ждали этой программы для новичков, хотели записаться и сделать, в общем, первый шаг в мир децентрализованных финансов, потому что первый шаг уже и BlackRock сделал, я думаю, пора и вам, буду ждать вас на открытом уроке. Что еще важно для тех, кто переживает за волатильность активов? Вот что если я куплю биткоин, куплю эфириум, а он там начинает в цене просаживаться, падать, я не хочу работать с волатильными активами, которые могут в цене там сильно колебаться. У меня специально для этого есть отдельный публичный портфель из стейблкоинов, который я запустил еще буквально год назад, то есть там совсем скоро будет уже год этому портфелю. Выпустил я 5 подробнейших видео, совсем скоро выйдет и 6-е. У меня на YouTube канале есть отдельный плейлист, называется «Публичный портфель из USDT». Доходность на него в стейблкоинах около 18% годовых на текущий момент времени, в долларах, да. Я думаю, что доходность очень хорошая, в будущем она будет расти, потому что я буду размещать полученную прибыль уже в волатильных активах, при этом у меня тело депозита всегда останется статичным на отметке в 20 тысяч USDT. Это я к тому, что в DeFi, в принципе, все инструменты, которые я сегодня описал, да, вот любые варианты, там, децентрализованные биржи, лендинг-маркеты, здесь можно работать и со стейблкоинами, и с биткоином, и с эфиром. Если у вас есть, допустим, топовые альткоины, Solana, BNB, что еще, Avalanche, какие-то еще варианты, ну, то, что находится в топ-10, топ-15 CoinMarketCap, в DeFi спокойно это можно размещать, получая процент на свои активы. Кстати, в следующем видео я расскажу подробно про свою стратегию, которую я реализовал, тоже используя определенные DeFi инструменты для того, чтобы значительно поднять доходность по SUI. Да, я получил там около 20% годовых в монетах, что значительно подняло мою прибыль в долларах. Это зачем вообще делается? Если у вас есть какие-то активы, и вы и так держите их у себя в портфеле, то почему бы не увеличить количество этих активов за счет того, что вы будете размещать их в DeFi стратегиях? Вот вы держите, не знаю, 1000 там, монет SUI, у вас за год может стать 1200 монет, и в итоге вы заработаете в долларах больше, потому что у вас стало больше монет.
Простой стейкинг, допустим, SUI дает около 2% годовых, а с помощью DeFi можно сделать 20%. Как раз таки об этом я расскажу в одном из следующих видео, поэтому подписывайтесь, пишите комментарии, увидимся на открытом уроке, обязательно оставляйте заявку на регистрацию, получайте бесплатный доступ к калькулятору и видеоинструкцию к нему, чтобы посчитать доходность своего портфеля.